Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о наушниках от компании KeyBoom. Модель наушников называется Allure. Приходят они в такой довольно большой коробке с таким ярким молодежным оформлением. Сзади указаны технические характеристики. И здесь нарисована такая сова. За звук здесь отвечает один динамический драйвер 10 мм, покрытый бериллием. Чувствительность наушников составляет 112 дБ, и они получили 12 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Теперь давайте посмотрим комплектацию подробнее. Но первое, что нас встречает, это вот такой огромный кейс, в котором находятся наушники, кабель и вот такой довольно стандартный комплект силиконовых амбушюр. Кстати, таких подобных я еще нигде не встречал. Сами наушники выглядят довольно хорошо. Выполнены они из металла. Имеют два акустических отверстия. Первое находится вот здесь рядом с разъемом 2 пин. А еще одно расположилось рядом с таким серебристым звуководом. Ну и здесь указан правый и левый канал соответственно. Посадка и эргономика у наушников получилась отличная. Сидят они довольно плотно и не доставляют дискомфорта при длительном использовании. Кабель здесь вот такой вот интересный. В такой оплетке матерчатой. Установлен у него фирменный 3.5 коннектор. Такой довольно качественный. Заушины у него сформированы правильно. Вопросов к ним никаких нету. Но лично мне он показался немного неудобным, так как когда я его пытаюсь подтянуть, он постоянно расслаблялся, и поэтому я поменял его просто на другой. Ну, это в моем случае конкретно. Как в вашем будет, я лично не знаю. Может быть, вам он в принципе и понравится по использованию. Ну а теперь, друзья, поговорим о звучании этих наушников. Использовал и слушал я эти наушники с моим ЦАПом Topping G5. Начнем с низких частот. Как мы видим, исходя из графика, да и на слух, на низких частотах наушники демонстрируют довольно такой хороший и бодрый грохочущий подъем. Я думаю, этого количества баса вполне хватит большинству. По крайней мере, лично для меня его было в достатке. Я не испытывал проблем с нехваткой баса. То есть везде его, в принципе, хватает. Возможно, где-то даже будет перебор. Ну, лично для меня. Мидбасовая область в этих наушниках очень так хорошо подчеркнута за счет неплохой атаки, и ощущается она довольно тепло, с приятным ощущением полноты и довольно хорошим контролем. Но басу определенно не хватает прозрачности и текстурной проработки. То есть эффекты дисторшена и различные насыщения сатурации не так явно читаемы. Но для наушников с одним динамическим излучателем это вполне знакомая ситуация. Что касаемо средних частот в этих наушниках, то они звучат очень аккуратно и довольно деликатно. Имеется довольно хорошее ощущение пространства и разделения образов инструментов в ширину. Но вот вокальная часть заметно так отодвинута и утоплена, я бы даже сказал. Она не совсем акцентирует на себе внимание, нежели инструментальная часть. Лично мне хотелось бы получить в этом диапазоне побольше воздуха и энергичности. Это бы определенно улучшило ситуацию. И в целом вокал в этих наушниках звучит так спокойно и даже расслабленно. Хочется получить больше отдачи и эмоций при его прослушивании. И кстати, здесь на графике имеется довольно такой интересный подъем на 2 кГц для подчеркивания ударных и усиления вокала, который часто раздражал меня в некоторых динамических наушниках, которые у меня были в обзоре, то есть там Shure D13 и Dunukima. И наконец-то, друзья, здесь, в этих наушниках, он не выпиливает мне мозг. Удивительно, но эти наушники не дают тот сибилянтный визг и акцент, поэтому не всегда стоит ориентироваться на график. Ну а теперь поговорим о высоких частотах, которые получились на удивление прямо такими нейтральными и менее насыщенными, чем в наушниках Shure D13, Dunukima, и немного напомнили мне Tangzhou Honor и Panda Mon из предыдущего обзора.
На графике мы не имеем каких-то яростно выпирающих пиков, но есть довольно стандартный подъем на 9 кГц. Для дополнительной резкости, чтобы немного вытянуть атаку и придать тарелкам большего внимания. Так как наушники, особенно с узкими насадками, прибирающие высокие частоты, могут звучать довольно темновато. Эти наушники не совсем про техничность и прозрачность с суперразрешением в этом диапазоне. Скорее больше про мелодичность и такое спокойное прослушивание, где не нужно будет вам разбирать музыку прямо на части, имеется такой больше уклон в макродетальность, нежели микро, как в более дорогих моделях. О ней поговорим в следующем обзоре. То есть они не уходят в аудиофилию, где нужно выслушивать прям каждую деталь и послезвучие, а просто аккуратно и приятно на слух отыгрывают материал. Сцена и визуализация в этих наушниках довольно хорошая, но акцент больше сделан на проработку и отрисовку инструментов в ширину, нежели в глубину. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Кибу Малур, как по мне, это больше такие молодежные, спокойные, тонально теплые наушники с хорошим количеством грохочущего баса, подходящие для современных жанров и аккуратными, не звенящими высокими частотами. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.